Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот красивые, но при этом простые слитки. Данные слитки в мастер-классе я сейчас буду вязать на размер ноги 38-39. Но сейчас обязательно перед тем, как приступать к вязанию, мы с вами разберемся с принципом вязания данных слитков, так, чтобы вы смогли их связать абсолютно из любой пряжи и на любой размер ноги. И в мастер-классе эти слитки я сейчас буду вязать из пряжи Alize Lana Gold. Это у нас идет пряжа по составу 49% шерсти и 51% акрила. Метраж у данной пряжи будет идти на 100 грамм 240 метров. И для того, чтобы связать эти слитки на какой-то определенный размер ноги, самое первое, это мы должны определиться вот здесь с изначально набранным количеством петель. То есть, если вы будете вязать из аналогичной пряжи или пряжи, похожей по метражу, то смело можете набирать это же количество петель, что я показываю и в мастер-классе. Это на размер ноги где-то до 40-го. Если вы будете вязать данные слитки на размер больше 40-го, то можно набрать на несколько петель больше. И самое основное и главное, за счет чего мы регулируем размер этих слитков, это как раз таки за счет длины вот этого провязанного мыска. То есть, соответственно, чем длиннее мы провяжем мысок, тем на больший размер ноги у нас получатся данные слитки. И, соответственно, чем короче этот мысок у нас будет, тем на меньший размер мы получим данные слитки в итоге. В процессе вязания каждый из провязанных участков я измеряю в сантиметрах, так, чтобы вы могли ориентироваться не только на количество провязанных рядов или раппортов, но и на количество сантиметров каждого участка, так как, возможно, плотность будет у нас отличаться или вы будете вязать просто из другой пряжи. Данные слитки у нас идут без шва по подошве. В конце мы с вами сошьем только вот этот задний небольшой шов. Еще один очень важный момент, который хочу отметить в начале, что, смотрите, у меня в мастер-классе данные слитки идут короткие. Поэтому, если вдруг вы хотите, чтобы эти слитки на ноге были повыше, то это вы регулируете также самостоятельно, исходя из ваших предпочтений. Значит, первое, что мы можем, это провязать вот эту резинку более широкую. И второе, после резинки здесь у меня провязан вот один раппорт узора. Это до того момента, когда я начинаю вывязывать мысок. То есть, соответственно, отрегулировать эту высоту вы можете также вот этим основным узором. То есть вы можете провязать этот основной узор большее количество раппортов, то есть то количество раппортов, которое вам необходимо. Поэтому, друзья, надеюсь, вам нравятся данные слитки, и вы сейчас с удовольствием свяжете их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. На круговые спицы диаметр спиц у меня 3,5 мм. Обычным способом набора с помощью длинного хвоста я набираю 44 петли. Петли я набрала, и сейчас мы сразу будем приступать к вязанию первого ряда. Поэтому первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю, и далее я буду провязывать резинку 1 на 1, провязывая одну петлю лицевую, одну петлю изнаночную. Одна петля лицевая, одна петля изнаночная. На протяжении всего вязания последние кромочные петли мы будем провязывать изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю на обратную сторону. Вот эта сторона вязания
будет являться лицевой стороной полотна. Поэтому смотрите, если вы слитки будете вязать так же, как и я, цветные, то после того, как мы провязали один ряд вот как раз таки нитью, вот в моем случае горчичного цвета, и я сразу сейчас вот беру нить контрастного цвета, и следующий ряд, получается, с лицевой стороны я буду провязывать контрастным цветом, продолжая провязывать резинку 1 на 1. Первую кромочную петлю я сейчас провяжу лицевой, так как у нас идет смена цвета. И далее я все петли продолжаю вязать по рисунку. Лицевую петлю я провязываю лицевой, изнаночную изнаночной. 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная, лицевая, изнаночная. Так мы довязываем этот ряд до конца. Так как нить горчичного цвета мне понадобится не скоро, то вот здесь ниточку горчичного цвета от моточка я обрезаю. Если вы вяжете слитки однотонные, то дальше просто продолжаете вязать резинку 1 на 1, нужное количество рядов. Здесь также в конце лицевого ряда последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. И дальше вязание переворачиваю, получается, на изнаночную сторону. С изнаночной стороны, вот светлым моим цветом, я дальше продолжаю вязать резинку 1 на 1. И всего еще я сейчас провяжу резинку эту 4 ряда. То есть, смотрите, вместе с горчичным вот этим провязанным рядом с изнаночной стороны резинка всего у меня сейчас будет провязана 6 рядов. Итак, вот я провязала всю необходимую мне высоту резинки. То есть у меня получается провязан 1 ряд горчичным цветом и 5 рядов вот светлым цветом. Всего моя резинка провязана 6 рядов. Если вы хотите, чтобы данные слитки были более высокие, то эту резинку вы можете провязать любое необходимое вам количество рядов. И если в сантиметрах высота резинки у меня сейчас получается равна, ну вот около 3 сантиметров. Закончила вязание резинки я, провязав вот как раз таки ряд с лицевой стороны. Сейчас вязание я переворачиваю на изнаночную сторону, и теперь с изнаночной стороны мы приступаем к вязанию основного узора. Первый ряд основного узора у нас будет провязываться как раз таки с изнаночной стороны, поэтому первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю, и далее в первом изнаночном ряду я сейчас все петли до конца этого ряда должна провязать изнаночными. Последнюю петлю в конце ряда я провязываю изнаночной и вязание переворачиваю на лицевую сторону. С лицевой стороны приступаем к вязанию второго ряда основного узора с лицевой стороны. Первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю. Далее правую спицу я вставляю в промежуток между первой и второй петлей. Захватываю рабочую нить и вынимаю петельку. После чего первую и вторую петлю с левой спицы я сейчас должна провязать 2 петли вместе лицевой петлей. Вот этих 2 петли и будут являться раппортом нашего узора в ширину. Далее вязание мы повторяем. Правую спицу вставляю в промежуток между первой и второй петлей, вынимаю петельку, после чего 2 петли с левой спицы я провязываю 2 петли вместе лицевой петлей. И еще раз в промежуток между первой и второй петлей вставляю правую спицу, вынимаю петельку, после чего первую и вторую петлю я сейчас должна провязать 2 петли вместе лицевой петлей. Таким образом заканчиваем вязать до конца второй лицевой ряд. В конце ряда вот я провязала 2 петли вместе, и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. И вязание я сейчас переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны приступаем к вязанию
третьего ряда основного узора с изнаночной стороны. Первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю. И далее правую спицу я вставляю в промежуток между второй и третьей петлей. Захватываю рабочую нить и вынимаю петельку, после чего первую и вторую петлю я сейчас должна провязать 2 вместе лицевой петлей. И это мы провязали раппорт узора в ширину. Далее вязание у нас повторяется. Правую спицу вставляю в промежуток между второй и третьей петелькой. Захватываю рабочую нить, вынимаю вот длинную петлю. После чего первую и вторую петлю с левой спицы провязываю 2 вместе лицевой петлей. Таким образом заканчиваем вязать до конца 3-й изнаночный ряд. 3-й изнаночный ряд я довязала до конца, и вязание я сейчас переворачиваю на лицевую сторону. С лицевой стороны приступаем к вязанию 4-го лицевого ряда. Первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю, и далее в 4-м лицевом ряду мы сейчас все петли до конца этого ряда должны провязать изнаночными. Мы с вами только что закончили вязать 4-й лицевой ряд. 4 провязанных ряда и будут являться раппортом нашего узора в высоту. То есть, если вы хотите, чтобы данные слитки были вот на ноге повыше, то вы сейчас можете провязать вот этот наш основной узор, любое необходимое вам количество раппортов. У меня слитки идут короткие, поэтому вот 6 рядов резинки плюс 4 ряда вот нашего этого основного узора, это и есть высота вот нашего манжета. То есть сейчас я сразу буду приступать к вязанию мыска. И смотрите, высота провязанного вот этого участка в сантиметрах сейчас равна, ну вот около 4 провязанных сантиметров. На спице здесь я набирала 44 петли. Вывязывать мысок я сейчас буду из центральных 14 петель. Поэтому сейчас мое полотно я делю на 3 части. И это у меня получается 15 петель, 1 боковая часть, 15 петель, 2 боковая часть. То есть вот эти 2 боковые части у нас всегда должны состоять из одинакового количества петель. И центральную часть мыска, получается, я буду вязать из 14 петель. Вывязывать вот этот наш мысок я буду также основным вот этим узором, который только что мы с вами провязали. И, как мы помним, основной этот узор у нас начинается вязаться с изнаночной стороны. Поэтому я беру вот нашу деталь лицевой стороной вверх и переворачиваю сейчас вот на изнаночную сторону. Здесь, смотрите, нить светлого цвета мы сейчас можем не обрывать. Далее она нам еще понадобится. И теперь вот изнаночная сторона. И я сейчас должна просто переснять, не провязывая петли первой боковой части. То есть на круговую спицу просто переснимаю, не провязывая 15 петель. 15 петель, то есть петли первой боковой части я сейчас пересняла на круговую спицу, и вязать вот эту центральную часть мыска я сейчас буду на 2 чулочных спицах того же диаметра, то есть диаметр спиц 3,5 мм. Ну и сейчас для удобства давайте центральных 14 петель, это петли мыска, я сейчас пересниму на чулочную спицу. 14 петель мыска я пересняла, и теперь круговые спицы мы можем отложить
И смотрите, вязать я сейчас буду вот эту часть мыска полосатую. То есть у меня будет идти светлая полоса, которую вот только что мы вместе провязали. То есть далее я сейчас должна взять нить горчичного цвета. Это идет изнаночная сторона полотна. И вот нам сейчас нужно 2 чулочные спицы и нить горчичного цвета. Никаких закрепляющих узелков я не делаю, просто кончик нити прикладываю к краю и приступаю опять к вязанию первого изнаночного ряда основного узора. Давайте один раппорт провяжем еще вместе, далее продолжите вывязывать длину мыска самостоятельно. Первую кромочную петлю я сейчас провязываю лицевой, так как у нас идет смена цвета. И далее в первом изнаночном ряду я сейчас все петли до конца этого ряда должна провязать изнаночными. Изнаночный ряд я довязала до конца, и вязание сразу вот переворачиваю сейчас на лицевую сторону. С лицевой стороны приступаем к вязанию второго ряда основного узора. Первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю. Далее правую спицу во втором лицевом ряду я вставляю в промежуток между первой и второй петлей. Захватываю рабочую нить, вынимаю петельку. После чего первую и вторую петлю я провязываю 2 вместе лицевой петлей. Далее вязание наше повторяется. Правую спицу вставляю в промежуток между первой и второй петлей. Захватываю рабочую нить, вынимаю петельку. После чего первую и вторую петлю я провязываю 2 петли вместе лицевой петлей. Довязываем второй лицевой ряд до конца. В конце второго ряда последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной, и вязание переворачиваю сейчас на изнаночную сторону. Теперь с изнаночной стороны приступаем к вязанию третьего изнаночного ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, далее правую спицу я вставляю в промежуток между второй и третьей петлей. Захватываю рабочую нить и вынимаю петельку, после чего первую и вторую петлю я сейчас должна провязать 2 петли вместе лицевой петлей. И опять между второй и третьей петлей вставляю правую спицу, вынимаю петельку, после чего первую и вторую петлю провязываю 2 вместе лицевой петлей. Таким образом вяжем до конца третий изнаночный ряд. Вязание я сейчас перевернула на лицевую сторону, и с лицевой стороны в 4-м лицевом ряду первую кромочную петлю я просто снимаю, и далее все петли до конца этого ряда я сейчас должна провязать изнаночными. И вот мы снова провязали 4 ряда основного узора, но уже вот нитью контрастного цвета. Далее снова вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. И сейчас или от второго мотка, или из середины моточка я достану нить основного вот этого светлого цвета. Здесь также сейчас вот нить я достала из середины моточка, никаких закрепляющих узелков я не делаю, просто кончик нити прикладываю к краю, и первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у нас идет смена цвета. И далее в первом изнаночном ряду мы сейчас все петли должны провязать изнаночными. Смотрите, нить горчичного цвета здесь мы не обрываем. То есть после того, как мы провяжем сейчас 4 ряда светлым цветом, вот здесь сбоку я подниму нить горчичного цвета, и горчичным цветом я снова провяжу раппорт нашего узора, состоящий из 4 рядов. То есть смотрите, как я и говорила в начале видео, регулируем размер мы этих слитков как раз таки длиной провязанного мыска. То есть чем длиннее или наоборот короче будет этот мысок, тем на больший или на меньший размер вы получите данные слитки. Здесь уже вот на готовом слитке
маркером я отметила ту полосу, откуда я начала делать убавление вот как раз-таки на мыске, так, чтобы он у нас вот здесь немножечко заужался. Поэтому сейчас самостоятельно, просто ровным вот полотном из этих 14 петель я провяжу вот эту длину мыска. То есть сейчас я вяжу вот эту светлую полосу. То есть горчичную мы провязали и начали вязать вот эту светлую полосу. Давайте от резинки будем ориентироваться на общее количество провязанных раппортов, так, чтобы нам не запутаться. То есть резинка и далее смотрите по передней части. 1 раппорт узора, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 раппорт узора. То есть у нас должен сейчас быть провязан. Ну, если вдруг вы вяжете на меньший размер ноги, то это количество раппортов у вас может быть провязано меньше. То есть я сейчас самостоятельно за кадром провяжу вот этот участок, то есть вот до горчичной полосы, и последних 2 раппорта, то есть горчичную полосу и светлую полосу, мы провяжем с вами вместе и здесь сделаем вот заужение этого мыска. Сейчас, как я сказала, я провяжу самостоятельно эту длину за кадром, далее подключусь и измерю длину этого мыска в сантиметрах. Итак, вот я провязала всю длину мыска до убавок. И здесь всего от резинки у меня провязано 9 раппортов узора. И смотрите, длина мыска в сантиметрах до резинки я сейчас измеряю, у меня получается равна практически 12 сантиметров. И смотрите, ширина мыска в ровном не растянутом виде сейчас у меня получается равна, ну, примерно около 7 сантиметров. Теперь вот здесь мне осталось провязать 2 раппорта узора и немножечко наш мысок этот заузить. Поэтому я беру вязание изнаночной стороной вверх. Вот здесь сбоку поднимаю нить вот следующего цвета, в моем случае это горчичный цвет, и приступаю к вязанию первого ряда вот именно нашего узора с изнаночной стороны. Первую кромочную петлю я сейчас провяжу лицевой, так как у нас идет присоединение нового цвета. И далее следующих 2 петли после кромочной с изнаночной стороны я переверну так, чтобы вот правая стенка петли этой располагалась сейчас перед работой. После чего первую и вторую петлю я сейчас провяжу 2 вместе изнаночной петлей. Тем самым я сейчас убавила 1 петлю в начале ряда. И все остальные петли я сейчас также провязываю изнаночными, не довязывав до конца этого ряда 3 петель. Когда в конце ряда вот у меня остаются 3 последних петли, здесь также эти петли я 2 переверну, так, чтобы правая стенка этих 2 петель располагалась перед работой, после чего 2 петли провяжу вместе изнаночной петлей. И последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной. То есть сейчас в первом изнаночном ряду в начале и в конце ряда мы с вами убавили по 1 петли. Далее вязание я переворачиваю на лицевую сторону. С лицевой стороны приступаем к вязанию второго лицевого ряда. Первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю. Далее после кромочной петли 1 петлю я провяжу лицевой. Так как мы здесь убавили петельку в изнаночном ряду, то здесь раппорт в ширину у нас равен 2 петлям. И для того, чтобы дальше продолжать вывязывать наш основной узор, поэтому в начале ряда я провяжу 1 петлю лицевую и далее продолжу вывязывать основной узор. Правую спицу вставляю в промежуток между первой и второй петлей, вынимаю петельку, после чего 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. И опять 2 петли вместе лицевой петлей. В промежуток между первой и второй петлей вставляю правую спицу, вынимаю петельку и 2 петли провязываю вместе.
То есть мы продолжаем вывязывать наш основной узор. Когда в конце ряда у нас осталось последних 2 петли, первую вот петлю я провязываю лицевой, так как в конце ряда мы тоже убавили 1 петлю. Или вот в изнаночном ряду это получалось в начале ряда, поэтому здесь у нас идет просто сейчас одиночная лицевая петля, и кромочную последнюю петлю я провязываю изнаночной. Далее вязание я сейчас перевернула на изнаночную сторону. С изнаночной стороны приступаем к вязанию 3-го изнаночного ряда. Кромочную петлю я снимаю. Далее следующую петлю вот я по порядку провязываю сейчас лицевой. И далее в промежуток вставляю правую спицу, вынимаю петельку и 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. И опять между 2-й и 3-й петлей вставляю правую спицу, вынимаю петлю и 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. То есть здесь мы также продолжаем вывязывать наш основной узор. Далее в конце остается 2 петли, 1 петлю я провязываю лицевой и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. И вязание я сейчас переворачиваю на лицевую сторону. С лицевой стороны приступаем к вязанию сейчас 4-го лицевого ряда. Кромочную петлю я снимаю, и в 4-м лицевом ряду 1-ю и 2-ю петлю я сейчас провяжу 2 петли вместе изнаночной петлей. Все остальные петли также провязываю изнаночными, не довязывав до конца ряда последних 3 петель. Когда в конце ряда остается 3 петли, 1-ю и 2-ю петлю я также провязываю 2 вместе изнаночной петлей и последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной. И это мы провязали с вами 4-й лицевой ряд, то есть провязали раппорт нашего узора вот нитью горчичного цвета. Здесь эта нить горчичного цвета мне больше не понадобится, поэтому здесь эту ниточку можно уже обрезать. Вязание я сейчас вот перевернула снова на изнаночную сторону, и сейчас я провяжу последнюю полосу, то есть 4 ряда вот светлым цветом. 1-ю кромочную петлю я провязываю лицевой, далее следующих 2 петли переворачиваю. И этих 2 петли я сейчас должна провязать 2 петли вместе изнаночной петлей, тем самым в начале изнаночного ряда убавив 1 петлю. Далее продолжаю вязать этот ряд, провязывая вот все петли изнаночными, не довязывав последних 3 петель. Когда остается последних 3 петли, 2 петли я переворачиваю так, чтобы правая стенка этих 2 петель располагалась перед работой, после чего 1-ю и 2-ю петлю провязываю 2 вместе изнаночной петлей. То есть точно так же я сделала сейчас убавление, как мы делали и вот здесь в этой горчичной полосе. Далее последнюю кромочную провязываю изнаночной петлей. И вязание сейчас переворачиваю на лицевую сторону. С лицевой стороны приступаем к вязанию 2-го ряда лицевого. Кромочную петлю я снимаю, далее 1 петлю я провязываю лицевой и далее правую спицу вставляю в промежуток между 1-й и 2-й петелькой, вынимаю петлю и 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. И еще раз в промежуток между 1-й и 2-й петлей вставляю спицу, вынимаю петельку и 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. В конце ряда 1 лицевая и кромочную последнюю петлю провязываю изнаночной. С изнаночной стороны продолжаем вывязывать наш основной узор, то есть кромочную снимаю, 1 петлю провязываю лицевой, в промежуток между 2-й и 3-й петлей вставляю спицу, вынимаю петельку и 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. Еще 1 раз, и значит в конце ряда у меня идет лицевая и кромочную последнюю петлю провязываю изнаночной. Вязание я сейчас вот перевернула на лицевую сторону, и с лицевой стороны мы сейчас провяжем последний
4-й ряд основного узора. Здесь больше никаких убавлений я делать не буду. То есть вот закончу вязать я вот этот наш мысок, сделав так, чтобы у нас осталось от мыска вот 8 петель. То есть сейчас кромочную петлю я просто снимаю, и далее в последнем 4-м лицевом ряду я просто все петли до конца этого ряда сейчас провяжу изнаночными. Итак, вот я провязала всю длину мыска, это с учетом вот этих убавлений, которые мы сейчас с вами сделали. И вот наш мысок вот здесь немножечко заужается. И теперь длина мыска я сейчас также измеряю вот до резинки. В ровном, не растянутом виде сейчас получается равна эта длина около 15 сантиметров. Теперь мы с вами будем вывязывать подъем. Подъем я сейчас также буду вывязывать вот этим нашим основным узором. Так как первый ряд основного узора у нас сейчас вяжется с изнаночной стороны, поэтому в любом случае мы сейчас возвращаемся вот к этим круговым спицам. Значит, часть мыска эту мы пропускаем, и сейчас мы петли боковой части возвращаем обратно. И мы сейчас должны с вами вернуться вот здесь к этой ниточке, которую я говорила, обрывать не нужно. То есть вот сюда. И смотрите, это идет изнаночная сторона полотна. Вот здесь с этой стороны расположена моя ниточка, которой я закончила вывязывать вот резинку и один раппорт узора. Сейчас вот именно с этой стороны, с изнаночной, мы будем провязывать вот эти петли, и вот здесь вдоль этой боковой части мыска и вдоль этой боковой части мыска мы будем поднимать петли. Сейчас у меня будет идти чередование полос, как мы помним, то есть слитки я наши вяжу полосатые. Здесь я закончила вязать наш основной узор светлый, вот как раз таки провязанной полосой. То есть сейчас вот сюда сбоку я прикладываю нить горчичного цвета и приступаю с изнаночной стороны к вязанию первого изнаночного ряда подъема. Первую кромочную петлю я сейчас провяжу лицевой, так как у нас идет присоединение нового цвета. И далее петли первой боковой части я сейчас должна провязать в первом изнаночном ряду изнаночными. И теперь сразу получается вдоль вот этой длины мыска я сейчас буду поднимать петли. Смотрите, начала конкретно вывязывать я мысок от вот этой горчичной полосы. Поэтому, смотрите, мы сейчас должны от вот именно горчичной полосы пересчитать все наши провязанные раппорты. То есть вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть здесь у нас провязано 10 раппортов узора. С каждой вот этой полосы мы с вами вот здесь сбоку по кромочным петелькам должны будем поднять 2 петли. Ну или здесь, смотрите, все просто. Если перевернуть на край, где мы сбоку не поднимали вот здесь нить с помощью протяжки, а вот где у нас просто идут обычные кромочные петли вот с этой стороны, здесь у нас видно, что как раз таки у нас расположено по 2 кромочных петли. Горчичных, светлых 2 петельки, горчичных, светлых 2 кромочных петли. Поэтому, значит, 10 раппортов, это получается, я должна здесь поднять 20 петель, так как с одной полосы я поднимаю 2 петельки. Плюс сейчас, смотрите, одну петлю я подниму вот здесь, с этого края, вот именно здесь, в этом промежутке, так, чтобы здесь не образовывалось никаких больших дырочек. Так как это у нас идет изнаночная сторона, то петли мы наши поднимаем тоже как изнаночные. Рабочую нить я сейчас вот держу перед работой. Дальше вот таким образом с лицевой стороны кромочные петли, вот где-нибудь сейчас вот здесь. То есть с лица на изнанку я ввожу вот спицу, то есть там лицо, это изнанка. И вот захватываю рабочую нить. То есть так как это у нас идет изнаночная сторона. Вот наша правая спица, получается рабочая нить перед работой.
И вот идет горчичная полоса. То есть здесь я сейчас должна поднять 2 петельки. Опять получается с лица наизнанку, то есть снизу вверх я вставляю в кромочную петлю спицу и вот захватываю рабочую нить. И если неудобно поднимать на спицу, то можете точно так же набирать эти петли на крючок, а потом перенести просто на спицы. То есть 2 петли здесь я подняла. Дальше из светлой вот полосы я также подниму сейчас 2 петли. Раз. И вот здесь я сейчас подниму вторую петельку. То есть таким образом я сейчас вот до как раз таки центральных наших 8 петель всего должна поднять 21 петлю. Итак, вдоль вот этой стороны мыска я сейчас подняла 21 петлю по изнаночной стороне. То есть видите, наш вот этот вот шов со всеми протяжками сейчас также должен остаться по изнаночной стороне. И вот таким образом все наши петельки сейчас будут смотреться именно с лицевой стороны. Шов на изнаночной. Дальше получается сейчас вот этих 8 центральных петель я также сейчас провяжу изнаночными. То есть вот 1, 2, изнаночная. И теперь смотрите, круговую спицу я вытаскиваю. И вот здесь вдоль вот этой части мыска я также точно таким же образом сейчас подниму 21 петлю. То есть рабочая нить перед работой и спицу в кромочную петлю я вставляю вот с лица на изнанку или снизу вверх. И вот поднимаю первую петельку. Вторая петля. Третья. Четвертая и так далее. То есть сейчас поднимаем вот здесь по кромочным петлям 21 петлю и петли вот здесь второй боковой части мы провязываем изнаночными. Итак, вот я подняла и провязала все петли. Вязание я сейчас перевернула, получается, на лицевую сторону. И смотрите, по количеству петель у меня сейчас получается 15 петель, это петли первой боковой части, 21 петля, это вот здесь, где мы поднимали вдоль первой боковой части мыска, 8 центральных петель, 21 петля. И 15 петель это вторая боковая часть. То есть всего сейчас в моем случае на спицах у меня расположено 80 петель. То есть сейчас вот здесь сбоку получается я беру нить моего горчичного цвета, которым я начала вывязывать наш подъем. И теперь мы дальше продолжаем вязать наш основной узор вот из этого количества петель поворотными рядами. То есть первый изнаночный ряд мы только что вместе провязали. То есть теперь опять получается второй лицевой ряд. Кромочную петлю я снимаю и в промежуток между первой и второй петлей вставляю правую спицу, вынимаю петельку и 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. И так далее. Значит, смотрите, мы сейчас самостоятельно должны провязать горчичный вот этот участок, состоящий из 4 рядов, как я говорила, и вот светлый этот участок, также состоящий из 4 рядов. То есть сейчас, когда мы закончим вязать вот эту горчичную полосу, нить мы не обрываем, а вот здесь сбоку поднимаем вот эту светлую нить, которую мы не обрывали, когда закончили вывязывать вот после резинки вот этот наш первый раппорт. И получается вот этой нитью мы провяжем вот этот раппорт узора, после чего светлый цвет нам больше не понадобится, и здесь именно светлую нить мы можем обрезать. А вот этой горчичной нитью, которой сейчас мы вяжем первый раппорт узора подъема, мы дальше продолжим вывязывать подошву. Поэтому вот этих 2 раппорта узора сейчас провяжите самостоятельно. Итак, вот я провязала подъем, 2 раппорта узора, то есть горчичную полосу и светлую полосу.
Далее вязание я сейчас переворачиваю на изнаночную сторону и вот здесь сбоку поднимаю нить горчичного цвета. Светлую нить, которой вот мы сейчас провязали последнюю полосу, я уже обрезала, так как нить светлого цвета мне больше не понадобится. И сейчас перед тем, как приступать к вязанию подошвы, горчичной нитью я провяжу сейчас еще 2 ряда, то есть изнаночный и лицевой. Поэтому первую кромочную петлю я сейчас провяжу лицевой, так как у нас идет смена цвета. И далее вот сейчас в этом изнаночном ряду я все петли до конца этого ряда провяжу изнаночными. Последнюю петлю в конце ряда я также провязываю сейчас изнаночной петлей и вязание переворачиваю на лицевую сторону. С лицевой стороны первую кромочную петлю я просто снимаю, и с лицевой стороны я также сейчас вот все петли до конца этого ряда провяжу изнаночными. То есть я сейчас сделаю так, чтобы у меня получилась одна провязанная платочная дорожка. То есть вот она у меня сейчас получается с лицевой стороны. Поэтому вот лицевой ряд довязываем самостоятельно до конца, провязывая все петли изнаночными. Итак, вот я провязала ряд с лицевой стороны, и у меня получился подъем вот этот провязан 2 раппорта узора плюс 2 ряда вот горчичной нитью. И теперь вот здесь нить горчичного цвета я также могу обрезать. Ширина вот этого нашего провязанного подъема получается равна, ну, примерно где-то 3 сантиметра. Теперь мы сразу с вами будем приступать к вязанию подошвы. Подошву я сейчас буду начинать вязать из центральных 8 петель и постепенно буду делать расширение подошвы. Поэтому смотрите, сейчас в моем случае на спицах здесь у меня расположено 80 петель. 80 петель минус 8 центральных петель. Полученное число мы делим на 2 боковые части, и это у меня получается 36 петель 1 боковая часть, 8 петель центральная часть и 36 петель 2 боковая часть. Поэтому я сейчас беру наше вязание лицевой стороной вверх. Вот наша лицевая сторона. И сейчас получается вот здесь с левой спицы на правую я просто переснимаю, не провязывая 36 петель. Это петли первой боковой части. То есть я переснимаю все петли до наших центральных 8 петель подошвы. Итак, вот я пересняла петли первой боковой части, то есть 36 петель. Далее, смотрите, я беру нить, вот которую я обрезала вот с этой стороны. Кончик горчичной нити я просто прикладываю к краю и приступаю к вязанию первого ряда подошвы. Первую кромочную петлю я сейчас провяжу лицевой. Дальше я провязываю лицевой петлей вторую петлю, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, и дальше у меня идет 8 петля подошвы и первая петля боковой части. Этих 2 петли, когда мы будем вязать наш следок, держа его лицевой стороной к себе, мы будем провязывать 2 петли вместе изнаночной петлей. И вязание я переворачиваю сейчас на изнаночную сторону. Теперь с изнаночной стороны первую петлю подошвы я просто снимаю. Далее провязываю лицевыми петлями вторую петлю, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую и 8 петля подошвы мы провяжем вместе с петлей боковой части. С изнаночной стороны этих 2 петли мы будем провязывать 2 вместе лицевой петлей. И вязание я переворачиваю снова на лицевую сторону. Мы с вами сейчас провязали, получается, 2 ряда, лицевой и изнаночный. И начиная с 3-го ряда мы будем делать расширение этой подошвы.
То есть первую кромочную петлю подошвы я просто снимаю, и далее в начале ряда с лицевой стороны я сейчас сделаю первое прибавление. То есть вот идет моя следующая петля, и под этой петлей идет платочная дорожка. Я поднимаю протяжку от платочной дорожки, получается вот второй петли подошвы. Эту протяжку я одеваю на левую спицу и провязываю лицевой петлей. Тем самым в начале ряда я прибавила одну петлю. Далее провязываю сейчас петли все лицевые, не довязывав вот последнюю петлю подошвы. В данном случае с учетом сделанного прибавления это получается 9-я петля. Дальше вот у нас идет последняя именно провязанная петля и вот кромочная последняя. Я поднимаю также протяжку от платочной дорожки последней провязанной петли. Эту протяжку я также провязываю вот лицевой петлей, после чего последняя петля подошвы и первая петля боковой части, этих две петли я провязываю 2 вместе изнаночной петлей, это вот с лицевой стороны. То есть с лицевой стороны мы с вами сейчас прибавили 2 петельки в начале и в конце ряда. Дальше вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. В изнаночных рядах никаких прибавлений мы делать не будем. Здесь просто первую кромочную петлю я снимаю и далее провязываю все петли лицевые до, получается, 10-й петли подошвы. Вот идет 10-я петля подошвы и первая петля боковой части. Этих 2 петли с изнаночной стороны мы провяжем 2 вместе лицевой петлей. И вязание снова переворачиваю на лицевую сторону. Сейчас с лицевой стороны мы снова будем делать прибавление петель в начале и в конце ряда. Еще раз кромочную петлю я снимаю. И дальше от следующей петли, которая вот расположена на левой спице, ниже я поднимаю протяжку от платочной дорожки. Эту протяжку я одеваю на левую спицу и провязываю вот лицевой петлей. Далее провязываю все петли лицевые, не довязывав последнюю петлю именно подошвы. То есть вот это наша последняя петля подошвы. Здесь в конце ряда от последней провязанной петли я также опускаюсь вниз и поднимаю вот протяжку от платочной дорожки. И эту протяжку провязываю лицевой петлей. После чего петля подошвы и петля боковой части, их мы сейчас провяжем 2 вместе изнаночной петлей. И вязание снова переворачиваем на изнаночную сторону. С изнаночной стороны здесь также никаких прибавлений мы делать не будем. Здесь мы просто все петли провязываем лицевыми. И в конце каждого ряда и лицевого, и изнаночного последнюю петлю подошвы и первую петлю боковой части мы будем провязывать вместе. С изнаночной стороны этих 2 петли мы провязываем вместе лицевой петлей. И теперь вязание снова переворачиваю я на лицевую сторону. Нашу подошву я сейчас буду вывязывать из 14 петель. Мы с вами начали вывязывать из 8 петель и 2 раза сделали прибавку в начале и в конце ряда. То есть сейчас моя подошва состоит из 12 петель. Поэтому сейчас в этом лицевом ряду мне нужно последний раз прибавить петли в начале и в конце ряда. То есть опять кромочную петлю я снимаю, поднимаю протяжку вот от следующей петли и провязываю эту протяжку от платочной дорожки лицевой петлей. Все остальные петли я сейчас провязываю лицевыми, не довязывав последнюю петлю. Вот идет последняя петля подошвы, и от последней провязанной петли я поднимаю вот также платочную эту протяжку и провязываю лицевой петлей, после чего последняя петля
подошвы и первая петля боковой части. Этих 2 петли я провязываю 2 вместе изнаночной петлей. Это с лицевой стороны. Все, никаких прибавлений мы больше не делаем. То есть на спицах у меня 14 петель. Если вдруг у вас нога широкая, то вы можете эту подошву провязывать и из 16 петель. Тогда в следующем лицевом ряду самостоятельно сделайте еще одно прибавление в начале и в конце ряда. Но для ноги средней плотности вот этого количества петель 14 достаточно. Поэтому сейчас просто продолжаем вязать всю длину подошвы. Все петли и в лицевом, и в изнаночном ряду мы провязываем лицевыми. И в конце каждого ряда последнюю петлю подошвы и первую петлю боковой части мы провязываем вместе. То есть вот 2 петли вместе лицевой петлей с изнаночной стороны. И таким образом мы продолжаем вязать всю длину подошвы, убавляя в конце каждого ряда 1 петлю боковой части до тех пор, пока вот здесь в конце с одной и со второй стороны у нас не останется 6 петель. Итак, вот я провязала длину подошвы, как я сказала, до тех пор, пока с одной вот боковой части и с другой боковой части у меня не осталось 6 петель. Теперь на этом этапе мы также дальше будем продолжать убавлять петли вот этих боковых частей, только сейчас дополнительно мы еще будем убавлять и петли подошвы. Поэтому первую петлю я сейчас просто снимаю, это я вяжу следок с лицевой стороны. Дальше провязываю все петли лицевые, и теперь мы с вами будем не довязывать до конца ряда 3 петель именно подошвы. То есть у нас должно остаться, смотрите, петли боковой части и вот 3 петли подошвы. Первую и вторую петлю в конце ряда я провязываю 2 вместе лицевой петлей, и последнюю петлю подошвы мы также продолжаем провязывать вместе с петлей боковой части. С лицевой стороны этих 2 петли мы провязываем 2 вместе изнаночной петлей. То есть в конце ряда мы сейчас с вами убавили 2 петли. 1 петлю подошвы и 1 петлю боковой части. И вязание переворачиваю сейчас я на изнаночную сторону. С изнаночной стороны все точно так же. Вяжем сначала все петли лицевые, не довязывав до конца этого ряда 3 петель именно подошвы. Когда в конце ряда у меня вот остаются 3 петли подошвы и дальше идут петли боковой части, первую и вторую петлю я провязываю 2 вместе лицевой петлей, после чего последнюю петлю подошвы и первую петлю боковой части я также провязываю 2 вместе лицевой петлей, это с изнаночной стороны, и вязание снова переворачиваю на лицевую сторону. То есть таким образом мы дальше продолжаем вязать нашу подошву, только теперь в конце каждого ряда мы убавляем 2 петли. Вот я сейчас провязала лицевой ряд, и здесь от вот этой боковой части с лицевой стороны я убавила все петли. Далее вязание я переворачиваю, получается, на изнаночную сторону, и мы сейчас с вами провяжем последний ряд. То есть здесь у меня осталось 3 петли подошвы и последняя 1 петля от боковой части. Первую петлю я просто снимаю, вторую петлю я провязываю лицевой, после чего последних 2 петли это петля подошвы и петля боковой части. Я их провязываю 2 вместе лицевой петлей. И вязание я сейчас переворачиваю на лицевую сторону. С лицевой стороны первую петлю я просто сниму и рабочую нить вот завожу на обратную сторону между первой и второй петелькой. Петлю возвращаю обратно, после чего 3 петли я сейчас провяжу, вот 3 петли вместе одной лицевой петлей. И последнюю вот эту петельку я вытаскиваю подлиннее, спицы можно уже убрать. Вот это наша последняя петля.
Значит, смотрите, ниточку от моточка я обрезала чуть подлиннее, так как этим кончиком мы сейчас будем сшивать заднюю часть нашего слитка. И эту нить я одела в иголку с большим ушком. Далее эту иголку я сначала продену вот вовнутрь этой нашей последней петли. И после чего петельку аккуратно мы эту затягиваем. Теперь, смотрите, все кончики, которые у нас есть, мы должны вот положить в изнаночную сторону вовнутрь. В конце мы их все спрячем. И теперь, смотрите, сшивать заднюю часть нашего слитка я буду по лицевой стороне. То есть вот наша лицевая сторона, два задних края я складываю между собой, и вот идет моя ниточка. Значит, здесь, где у нас идет одна платочная дорожка, иголку я вставляю в первую петлю от платочной дорожки справа налево. Сначала с одной стороны и затем вот с другой стороны в первую петлю от платочной дорожки. Здесь у нас также вот идет платочная дорожка. Первая петля, вставляю иголку справа налево. Сначала с одной стороны и затем вот с другой стороны по лицевой стороне. Дальше у нас идет здесь кромочная петля. Так как платочной дорожки нет, в кромочную петлю я вставляю иголку также вот справа налево в кромочную петлю. В одну петлю вставила, в соседнюю иголку вытаскиваю. Сначала с одной стороны и затем с другой стороны в кромочную петлю справа налево. И дальше на том участке, где у нас идет просто резинка 1 на 1, сшиваем мы этот участок, вставляя иголку справа налево именно в кромочные петли справа налево. Сначала с одной стороны и затем с другой стороны также справа налево. После того, как мы прошили вот этот задний шов, сейчас мы наши слитки должны вывернуть на изнаночную сторону, и все эти кончики, которые вот у нас сейчас есть, мы должны спрятать по изнаночной стороне самостоятельно любым удобным для вас способом. И вот, друзья, после того, как по изнаночной стороне мы спрятали кончики, наши слитки полностью готовы. Поэтому, друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным. Поэтому обязательно поддержите это видео пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал. Сейчас мы с вами будем прощаться. До новых встреч и всем пока-пока!